Друзья, всем привет! Около 4 лет назад я задумался, какую мне взять обувь, чтобы и на страйкбольные игры ездить, и на вылазки разные, и чтобы и зимой как основную повседневную обувь носить. Я давно присматривался к ловам и, поднакопив денег, решил взять модель Z6S. И сейчас без лишней воды расскажу вам все плюсы и минусы в самых различных условиях использования. Все эти годы я носил их как основную обувь в холодное время года, то есть примерно с конца октября и до апреля. Они побывали во всевозможных условиях и прошли множество испытаний. Но давайте обо всем по порядку и начнем с минусов, так как о минусах обычно в обзорах говорят как раз меньше. Первый минус – это потеря водонепроницаемости. Волшебная, в кавычках, мембрана Gore-Tex действительно творит чудеса, но только первое время. Только купив ботинки, мне удалось протестировать их в жестких условиях. Мы поехали на страйкбольно-ролевую игру по вселенной Сталкера, и там 3 дня шел дождь. Уже на второй день весь полигон был похож на болото с лужицами. Игроки каждые несколько часов сидели у костра и сушили свои ботинки, а мои, несмотря на то, что они снаружи были полностью мокрые, их можно было выжимать, внутри за 3 дня игры они так и не промокли. Трудно сказать, через какое именно время они начали пропускать воду. Я обнаружил это примерно через 2 года в походе в Чернобыльскую зону, когда мы шли под дождем. Примерно через час пути под средним дождем у меня уже внутри начало хлюпать, и по ощущениям вода проникла именно через зону шнуровки. Если кто не видел, как это было, можете открыть первый сезон нелегального похода в Чернобыль. Это последняя серия. Также стоит отметить, что вполне возможно я не совсем правильно носил ботинки. Насколько я знаю, мембранную обувь нужно носить обязательно с правильными носками. Но так как я использовал их просто как обычную повседневную зимнюю обувь, то и носил их с обычными теплыми хлопковыми носками. Допускаю, что это могло ускорить смерть мембраны. В общем, мембрана вещь, конечно, классная, но не вечная. И это, к сожалению, касается не только ботинок лова, но и любых других с мембраной Gore-Tex. Второй минус, который появился относительно недавно, это стертая область пятки в одном из ботинков. При сценарии повседневной носки это в принципе не проблема, и оно никак не доставляет никакого дискомфорта. А вот когда вы идете в длительный поход, в какой-то длинный рейд, где вам нужно действительно много ходить, тогда это уже может стать проблемой и привести к мозоли в этой области пятки. Проблема эта решается на самом деле элементарно. Просто на эту область пятки нужно сразу же наклеить пластырь, несколько слоев, либо использовать специальные трекинговые носки, в которых есть защита этой области от мозолей. Я использовал оба варианта одновременно, и в недельном походе вот эта проблема, которая в ботинке появилась, никак мне не доставила проблем. Один из основных минусов, с которыми столкнутся все, это скользкая подошва зимой. К сожалению, с этим минусом ничего не поделать, его остается только понять и простить, как говорится. Ботинки реально очень скользкие зимой на льду или на другой скользкой поверхности. Причем это касается не только этой модели. Вот классные ботинки лова. Вот. Я надеюсь, что у меня когда-то дойдут руки записать полноценный опыт использования и обзор. Но главный их минус, они капец какие скользкие зимой, просто как корова на льду. Еще один маленький минус, с которым все обладатели ботинок лова столкнутся через несколько лет, это шнурки. У меня первые родные шнурки продержались 2 года, их пришлось менять. Благо, оригинальные шнурки продаются в интернет-магазинах, их полно, стоят они недорого, поэтому большой проблемы в том, чтобы раз в несколько лет поменять шнурки, я не вижу. Поэтому это минус, но очень маленький. Пятый минус довольно существенный и появился
примерно через 3 года эксплуатации. Итак, друзья, смотрите, что на одном, что на втором ботинке. В какой-то момент я обнаружил, что вот здесь треснула подошва. То есть вот, и вот именно вот в этой вот такой треугольной выемке. Потом треснула она еще вот здесь. И еще со временем немножко отслоилась вот эта подошва. То есть вот это место, именно где получается постоянно подошва сгинается при ходьбе. Вот. На втором чуть-чуть меньше. Здесь вот, только вот здесь. Я отнес в ремонт, и мне заклеили специальным клеем. И для повседневной носки, в принципе, вообще как бы... Ни хера себе! Ладно, продолжим. Короче, смотрите. Заклеили мне. Вот. И в целом как бы норм. Единственное, что после заклейки я вот сходил в поход еще, когда в ноябре, в последний, в зону. И после, получается, похода я вернулся и обнаружил, что то, что мне заклеили, оно все-таки снова разошлось. Я снова отнес в ремонт, поэтому не могу на 100% сказать, насколько этого хватит. Но пока что, как говорится, держатся. Посмотрим. В теории, в принципе, проблема прогрессирующая и может со временем добить подошву. Посмотрим, как оно будет. А теперь перейдем к минусам, с которыми вы столкнетесь, если решите пойти в этих ботинках в какой-то длинный поход или рейд. Хоть это и трекинговые ботинки, но сделаны они с уклоном под военные. И подошва здесь усилена по сравнению с теми же Lova Zephyr. Она, по заявлению производителя, более крепкая и более надежная. И это одновременно и плюс, и минус. Минус в том, что когда вы отправитесь в этих ботинках в поход или когда вам нужно будет пройти большое расстояние, вы себе отобьете пятки. При повседневной носке в городе я этого не ощущал, потому что расстояния небольшие. Но как только я прошел у них 20 километров по асфальту с 20-килограммовым рюкзаком, вот тогда я понял, что такое, когда болят пятки. А после 5-дневного похода в Чернобыльскую зону, где полпути было по асфальту, 2 дня после похода я вообще не мог нормально ходить, настолько у меня болели пятки. Причем проблема эта была не только у меня, а у всех членов группы, и у всех были Lova. Да, разные модели, но тем не менее проблема была одна. Эта проблема также решается. Начнем с того, что с ней сталкиваются в основном такие крупные хрюны, как я. Ведь чем больше ваш вес, тем больше общий вес тела давит на пятку. А люди, которые весят 70-80 килограмм, скорее всего, особо не будут страдать от отбитых пяток. А вот 100 плюс – это уже совсем другое дело. Я нашел способ, как решить эту проблему. Во-первых, это замена стельки на ту, которая дает лучшую амортизацию. Хорошая стелька с хорошей амортизацией стоит недешево, но по сравнению со стандартными стельками Lova это небо и земля. Второй способ решить эту проблему – это специальные трекинговые носки, где усилена зона пятки и там создается дополнительная амортизация. Я протестировал и то, и другое. Я поменял стельку и одел такие носки и пошел. При том же весе тела, при том же весе рюкзака в недельный поход, и проблема отбитой пятки благодаря стельке и носкам решилась примерно на 90%. Это еще один минус, который открылся мне уже только в походе. Но тут скорее минус не самих ботинок, а строение моей стопы. Вот в этом месте, когда я иду, ботинок сгинается и давит мне прямо на ноготь большого пальца. Вернувшись с 5-дневного похода, я обнаружил, что у меня синий ноготь, и со временем половина его вообще отмерла. Практика будущих походов показала, что дополнительная защита этой области частично решает проблему. Можно положить сюда ватку и обмотать пластырем, либо использовать специальные трекинговые носки, где усилена зона пальцев. Мне в
будущих походах удалось решить эту проблему где-то на 50%. С минусами все, давайте-ка наконец-то поговорим о плюсах. На первое место я поставлю надежность. Они у меня прошли всевозможные испытания, побывали в различных условиях, 3 больших похода в зону, десятки страйкбольных и ролевых игр в различных условиях, 4 зимних сезона полноценной носки и многое другое. Они реально прошли и огонь, и воду, и медные трубы. За исключением трещин на подошве сбоку, которые я уже показывал, больше с ними абсолютно ничего не произошло. Уверен, что более дешевые ботинки после всего того, через что прошли эти, уже давно бы развалились, а этим хоть бы хны. На второе место я поставил подошву. Все-таки не зря писали, что в этой модели она усилена. За 4 года она практически не стерлась, хотя я постоянно хожу по асфальту. Смотрите сами. Они реально удобные. В них комфортно и просто ходить, как в основной обуви в холодное время года, и играть в страйкбол, и ходить в походы, и во всякие вылазки. В плане удобства я ими доволен на 100%. И то, что они тяжелее многих трекинговых ботинок, вообще не чувствуется. Они отлично себя показали зимой, как основная обувь. Я одеваю обычный теплый носок, и при температуре даже минус 10, минус 15 отлично себя чувствую. Не забывайте, что в Одессе влажность выше, чем где-то на севере, и мороз ощущается сильнее. Так что можете смело брать их себе как зимнюю обувь, если зимы у вас не слишком суровые. Ботинки легкие в уходе и почти не потеряли свой внешний вид. Периодически я чищу их щеткой для замши, мою под теплой водой и несколько раз в год подкрашиваю черной краской для замши. Итак, какой вывод я могу сделать спустя 4 года? Я брал их в первую очередь как основную демисезонную обувь на зиму, и с этой задачей они справились отлично. Также я их брал для всяких страйкбольно-ролевых игр, для походов, каких-то вылазок и подобных мероприятий, и с этой задачей они также справились на отлично. Безусловно, в ботинках есть минусы, но учитывая их стоимость и то, через что они прошли, я считаю, что окупили они себя многократно. Могу смело сказать, что это одна из лучших моих покупок, и я бы с радостью купил их снова. Я не носил аналоги других фирм, поэтому не могу сказать, есть ли ботинки лучше. Если у вас есть подобный опыт, я буду очень рад, если вы поделитесь им в комментариях. Друзья, забыл сказать еще один важный момент, который не относится ни к плюсам, ни к минусам. Мои ботинки сделаны в Словакии. Ходят слухи, что есть 2 версии одних и тех же ботинок. Одни сделаны для гражданского населения в Словакии, а другие делаются в Германии для военных. И говорят, что те, которые делаются для военных, они лучше по качеству. Насколько это правда, я, честно говоря, не знаю. Этой информации мне найти не удалось. Если вы что-то достоверно знаете об этом, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. На этом видео подходит к концу. Все, что я хотел рассказать, я рассказал. Лучшая поддержка ваша для канала в трудное время — это, конечно же, лайк, комментарий и подписка. Мы с вами обязательно отправимся в большое интересное путешествие, но немного попозже. Благодарю всех, кто смотрел. До скорых встреч!